Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. В лоскутном шитье чаще всего шьют из кусочков ткани определенной формы, одинаковые квадраты, прямоугольники, треугольники. А что делать, если нашлись кусочки самой разной формы и размера? Самое главное, что у них всех прямые углы. Для начала поработаем с самыми мелкими деталями. Цветовая гамма, самые разные оттенки коричневого цвета. В результате в готовом изделии они все будут равномерно распределены. Поэтому на первом этапе мы их сшиваем вместе, просто ориентируемся на длину кусочков. Шьем гирляндой одну деталь за другой, нитки не обрываем. Ткани у нас плотные, мебельные. Когда прошили, детали разворачиваем, припуски на швы расправляем на две стороны и прижимаем их машинной строчкой. Сначала отстрачиваем с одной стороны, потом с другой. Вот таким образом мы будем соединять все детали. Это особенность работы именно с плотными мебельными тканями. Дальше просматриваем отшитые пары и соединяем их вместе в более крупные заготовки. Естественно, стараемся вывести форму к квадрату или прямоугольнику. В случае необходимости промеряем и отрезаем лишнюю ткань. Этот процесс настолько творческий, что его сложно описать словами. И также сложно повторить один в один, ведь у каждой мастерицы свой набор лоскутков. Перед соединением деталей необходимо проверять по линеечке углы, подравнивать края. Так ваше изделие получится аккуратней. Насобирался красивый лоскутный верх размером 35 на 40 сантиметров. И нашелся большой целый кусок. Соединим их вместе в большую трубу. В нижнюю часть мешка вошьем петельки. И подготовим кусок ткани для подкладки. Подкладка должна быть короче, чем верхняя часть. Сшиваем ее трубой и пришиваем к верхней части будущей сумки. Всю заготовку выворачиваем, выравниваем и зашиваем дно сумки. На детали подкладки оставляем отверстие для выворачивания. Остается только вывернуть сумку и зашить это отверстие. После этого подкладку вставляем внутрь сумки и пришиваем по верхнему краю. Еще несколько необходимых действий. В нижней части сумки отстрачиваем углы, а в верхней части с боковых сторон делаем по два небольших отверстия. В эти отверстия вставляем шнур с помощью английской булавки. Заводим его внутрь верхней подгибки, выводим наружу с противоположной стороны. Потом через второе отверстие пропускаем шнур по другой стороне. В итоге у нас оба конца шнура в одной боковой стороне. И этот шнур
пропускаем в петельку, которую мы пришивали к низу сумки, и завязываем вместе оба конца шнура. То же самое мы делаем и с другой стороны. Смотрите, какая конструкция у нас получается. Тянем за шнуры, мешок закрывается. Слегка расправили вверх, все легко открывается. Да, это тот самый классический вещмешок. Школьники в таких мешках обычно носят сменную обувь. Но те мешки очень быстро рвутся и теряют вид. А с таким вариантом сумки-мешка можно и на прогулку сходить, носить его как рюкзак. В общем, девочки, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Не ждите чудес, чудите сами. А свои работы вы можете показать в наших группах ВКонтакте и Одноклассниках. Напоминаю, что все мои видео вы можете посмотреть на Дзене. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!